Добрый день, меня зовут Юля Сайфан, я художник. Сегодня я хочу показать вам свои натюрморты. Работы выполнены масляной пастелью и гуашью. Вы увидите, как меняется ощущение от натюрморта в зависимости от поверхности листа. За последние годы у меня мало натюрмортов по сравнению с пейзажами. Это потому, что натюрморт диктует свои условия. Я вижу в пейзаже по фотореференсу больше свободы. Для этой работы я использовала грунт с содой. У меня есть видео, которое называется «На чем рисовать масляной пастелью». Моя первая работа масляной пастелью Munio Gallery. Мне тогда показалась эта пастель очень-очень яркой. Яблоко на пастельной бумаге. Груша на крафт-бумаге. Дальше там вперемешку идут крафт-бумага и для пастели. Розовое вино в бокале для коньяка. Половина лимона на тарелке. Снова лимоны с разных деревьев разного размера. Много раз писала бананы. Эти я писала в один день. Люблю писать конфеты и мармелад. В этих двух натюрмортах одна и та же чашка. Слева она без подстаканника, а справа с подстаканником. Чайный сервиз советских времен. Мармелад и фактура крафт-бумаги вблизи. А здесь на белом блюдце. Пол яйца и ложка. Резанные яблоки на синем. Люблю железные предметы в натюрморте. На них такие красивые рефлексы от предметов. Черешня в чашке. Здесь я пыталась обуздать яркость масляной пастели Галлери Munio. Вторая попытка написать тот же натюрморт, но на крафт-бумаге. Натюрморт с клубничным джемом. Теперь я вижу, как часто и много я писала эту белую чашку. Хочу показать этот натюрморт поближе, я его люблю. Насколько я помню, варенье было отличное. В технике масляная пастель легко прописывать детали с помощью мастихина и карандашей. Нашла как-то по дороге сорванные с куста цветы, пришла и написала натюрморт. Перец в пиале на цветастой юбке. Здесь по масштабу не видно, но это была большая емкость клубничного йогурта. Справа чашка с этим же йогуртом. Нравится, как я составила этот натюрморт. Белая чашка стоит сверху белой салфетки. Белые становятся чуть зелеными в окружении красных. Мне нравится использовать цветную бумагу вместо драпировок. Грунт на соде. Такая крупная зернистая фактура. Грунт с песком. Материал соус, разбавленный водой по акварельной бумаге. Натюрморт в теплой гамме, мармелад в креманке. И справа похожий натюрморт в холодной гамме. Гуашь фирмы Мастер-класс. Это гуашь и сверху масляная пастель. Гуашь. Это тоже гуашь. Масляная пастель. Бутерброд с колбасой гуашью. Должна отметить, что гуашь для меня была новым материалом, поэтому я пыталась по-разному, по-сухому писать и вот по-мокрому, как в этом натюрморте по акварельной бумаге. Конечно же, никакая теория, никакие видео других художников не заменят самостоятельной работы на практике, поэтому вот мои разные опыты. Этот натюрморт есть в моих ускоренных видео. Писала по розовому. Диско гуашью, сверху Neocolor 2. Аналогично последний натюрморт, который я сегодня показываю. На этом сегодняшний просмотр закончен. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, если вам нравятся подобные видео. До новых встреч, до свидания.